Доброго времени суток, многоуважаемые абузеры. Сегодня я постараюсь для вас записать короткий видеотуториал по умному автоматическому кликеру, сделанному неким Мурги. Это видео записано для обучающей статьи телеграм-канала Клэтманс Клад. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Такс, и в первую очередь, о чем мы сегодня будем разговаривать, так это о самых полезных кнопках, которые я выделил для вас в своей статье. Рассматривать их на примере мы будем при написании скрипта, который будет раскрывать на полный экран у нас окно антидетект браузера, затем вставлять мнемоник, заходить там MetaMask, там где-то что-то ожидать, потом заходить на какой-нибудь, например, YouTube и зациклим. И прежде чем писать любой скрипт, я рекомендую вам продумывать логику написания этого скрипта, потому что если у вас что-то масштабное, где много окон, где будет достаточно длинный скрипт на большое выполнение действий, я рекомендую вам разбивать этот скрипт на множество частей. Например, в одном скрипте вы сделаете так, чтобы оно у вас только разворачивало окно, развернуло, свернуло и пошло дальше. В другом, чтобы оно уже вставляло там сайт и прочее. Ну, оптимизируйте под себя. Это сэкономит вам время, вам будет быстрее. И плюс, если где-то что-то будет ломаться в длинном скрипте, поверьте, это будет намного более неприятно, чем это поломается в коротком скрипте, где вы там уже ручками добили и дальше запустили следующий. И вот в этом очень большой плюс умных кликеров. Не говорю конкретно за этот, возможно, в остальных работает так же. Знаю, что в кликермене, по-моему, можно запустить только одно окно и дальше ничего. А здесь вы можете запустить сразу несколько, которые не противодействуют друг другу. Они прекрасно работают и вдвоем, и втроем, и впятером. И можно делать какие-то пассивные скрипты, которые будут ожидать какой-то кнопки, там забиндить, чтобы у них было 1000 повторений, запустить и вообще забыть про них навсегда. Там есть у вас назойливый друг, который звонит вам в Дискорде, вы поставили, чтобы когда оно видело его картинку, оно сразу же нажимало на сброс. Запустить это и все, и забудьте, он вам больше никогда не наберет. Вот. Что ж, давайте приступим к написанию самого скрипта. В первую очередь я рекомендую вам обратить внимание на шорткаты, а именно Get Mouse Position и Start Stop этих экшенов, да. Получается, сюда я бинжу единичку, сюда двоечку, мне так удобно. Вы себе биндите кнопки, которые всегда у вас под рукой, на которые вы привыкли нажимать за XR-шники. Да, получается. Первое действие, я думаю, у всех, и основное будет всегда, это left-click, то есть нажатие левой клавишей мыши. И мы кликаем куда-нибудь на пустую область единичкой, которую забиндили для создания экшена, и у нас создается left-click. Можем проверить, куда он будет кликать, если забыли, нажать правую кнопку мыши, move cursor to XY, либо же просто заэкзекьютить его, и он сразу же прожмет, что вам надо. Отлично. Получается, мы выбираем сразу же вот это окно, затем я хочу его развернуть. Для этого мне надо что сделать? Либо нажать сюда, но окна иногда бывают разного размера, поэтому мне привычнее это делать сразу же через Win плюс Up Arrow. Либо же Win плюс K и там забиндить, но если есть готовое, зачем себе лишний геймер создавать. И вот получается у вас Win плюс Up Arrow. Проверяем, нажимаем двоечку, так как это у нас старт-стоп скрипта. Оп, все развернулось, все прекрасно работает. Дальше надо проверить, находится ли здесь эта кнопка, либо же скрипт взял какое-то другое окно, которое нам не надо, и чтобы он дальше просто так не кликал, мы сделаем проверку путем ожидания цвета пикселя. Так, я сделал это быстро, давайте сделаю еще раз, чтобы все смогли понять, как это работает. Мы в данной таблице выбираем Wait for Pixel Color, нажимаем на это. Дальше нашим Get Mouse Position биндом наводимся на точку, где мы хотим взять цвет, нажимаем ее, единичку в моем случае, нажимаем ОК и смотрим. Так, цвет у нас совпадает, здесь можно нажать на Move Cursor to Monitor Screen Location, оно отправит вас туда, откуда вы берете цвет, и смотрим. Так, получается, здесь синий, по параметрам совпадают, значит, цвет зеленый нас пропускает. Если, например, у нас будет цвет оранжевый, я сейчас нажал кнопку F6, чтобы выбрать другой цвет, видим, что с позицией и нами ожидаемым цветом совпадений не найдено. Значит, красненькая горит. Выбираем обратно синее, зелененькое. Можем ехать дальше. Так. Нажимаем left-click, опять через единичку. Я выбираю тоже в своих экшенах, потому что так удобнее, так быстрее, чем возвращаться обратно в эту таблицу и здесь находить. Я могу также быстро выбирать здесь и wait for pixel. Очень удобно, рекомендую. Так, нажали.
В MetaMask здесь все прогружается достаточно быстро, поэтому я просто буду через единичку опять вызывать left-click, чтобы оно кликало туда, куда мне надо. Отлично. Дошли до странички импорта фразы. Здесь я сделаю сразу же чекер, чтобы мы точно знали, что мы уже здесь находимся, что мы никак не ошиблись. И я проверяю это на вот этой еще не отображающейся клавише кнопки. Цвет совпадает. Вот видим, скрипт сейчас нам не показывает ничего, такое в нем бывает. Выберем какой-то сторонний цвет. Оранжевый выбрали, показывает красный, выбираем его обратно, зеленый, отлично. Теперь что нам надо сделать? Правильно, где-то получить фразу. Либо же мы будем это делать через датабазу. Я про нее также писал в своей статье, но я, честно говоря, использую ее редко, потому что мне лень. Здесь вот у нас есть type from database, либо же Excel. Ну, можно использовать это, но так как я человек ленивый, мне гораздо проще уже, например, вот я загенерил в CoinTool себе мнемоники с этой же таблицей работать. Поэтому я просто ее располагаю там, где ее ничего не сдвинет. То есть, если я буду открывать здесь еще окна антидетекта, они будут открываться здесь, не здесь. Никак они позицию CoinTool не изменят, поэтому я могу просто колхозным методом туда кликнуть. Оп, и он у нас развернется. Все, прекрасно, все довольны. Так, здесь один раз надо ручкой прокликать на мнемоник первый, чтобы при развороте оно у вас выбиралось. Оно сразу же вот здесь будет выбрано. Как видите, я никуда не кликал, просто нажал стрелочками, и оно уже находилось здесь. Вот. Потом добавляем Ctrl-C. Нам надо это копировать. Это не постоянный текст, поэтому Ctrl-C. Дальше left-кликом мы сворачиваем и выбираем фрейм, куда будем вставлять скопированную фразу. Здесь мы выбираем Ctrl-V. Нажимаем Add. Все, вставилось. Теперь получается у нас левая клавиша мыши нажимает сюда, затем идет ставка через Ctrl-V нашего мнемоника, затем нам надо уже вставить пароль. Мы прокликиваем этот фрейм и доходим до следующей функции, это type comment. Простая к использованию, но очень полезная. Получается, здесь мы вписываем текст, который будет являться у нас паролем. Я сюда добавил наше название нашего прекрасного телеграм-канала, и также добавлю себе, чтобы оно вставлялось через Ctrl-V. Если поставить здесь галочку, оно будет вставляться не по буквам, а просто Ctrl-V нажмется. Здесь также можно добавить press Enter, то есть чтобы после выполнения этого действия нажимался Enter, но нам сейчас это не надо, поэтому просто забьем. Так, получается, на вот этот фрейм нажала, вставила пароль. Также надо сделать и здесь. Фрейм нажат, пароль вставлен. Если я здесь опять выбираю type comment и нажимаю Add, то добавится точно такой же type comment с таким же текстом, с такими же настройками, что очень удобно. И потом мне надо поставить галочку и нажать импорт. Все, прекрасно. Давайте, пожалуй, проверим. Здесь вернемся в стартовое окно. Это все свернем и запустим. У меня на двоечку стоял запуск, на двоечку я и запускаю. Все произошло достаточно быстро, намного быстрее, чем я успеваю про это рассказать. К сожалению, я сейчас затупил, пропустил один пункт, нажал руками, уже голова не думает, не первый дубль. Ну ладно, как видим, получается у нас do account strong это фраза, и это она же, вот, все прекрасно копировалось, ставилось, пароль у нас также вставился, все прекрасно зашло. К сожалению, уже на прошлое я вернуться не смогу, хотя надо бы, поэтому давайте, пожалуй, это закроем. Так, зайдем в Excel, выберем уже следующий мнемоник, я зациклю это чуть позже, и еще раз пройдемся по этому скрипту. Так, нажимаю флажок V или Windows V английская, и вот могу смотреть буфер обмена, и видим, что уже вставилась вот эта фраза. Все прекрасно отработало. Так, теперь я бы добавил ожидание вот этой кнопки, так как грузится она достаточно долго, и left-клик на нее же. Здесь проверяю, цвет совпадает, все прекрасно, кликает. И теперь давайте разберем следующую функцию, это ожидание картинки. Так.
Как работает эта функция? Получается, у нас есть Capture Screen Area. Это область, которую мы выделяем, где мы хотим найти картинку. Так, подождали, прогрузилась. И дальше выбираем саму картинку, которую мы хотим найти. Отлично. Да, я, кстати. Так, проверяем превью, ETH. Отлично. Нажимаем Find. Как видите, очень быстро все находится, все детектит. Прекрасно. Теперь, что нам нужно сделать, это... Я бы хотел открыть новый сайт. Так, поэтому я нажимаю на плюсик. Здесь также добавлю type comment, потому что текст будет постоянный. Чтобы быстро искать в данной таблице что-то, просто нажимаете T, например, английское, да, и у вас будет все, что начинается с T, показываться. Очень удобно, очень быстро. Рекомендую искать все именно так. Здесь я вставлю ссылочку на YouTube. Так, сделаю, что наставлял через Ctrl-V. И здесь уже надо нажимать Enter, чтобы оно на сайт переходило. Так. Теперь здесь можно сделать ожидание конкретно вот этой кнопки. Но давайте сделаем чуть хитрее. Да и я вам покажу, как что работает. Так, здесь, например, сделаю 4, 5. И сделаю постоянный скрипт, который будет искать конкретно вот эту кнопку. Точнее, когда вот в этом месте будет вот этот цвет, он будет сюда кликать. Можно, конечно, это и через картинку сделать, но мне хочется через просто пиксель. Конечно, если потом это будет как-то мешать мне, я переделаю, но пока буду надеяться, что нигде таких совпадений не будет. Так, отлично. Если оно это видит, оно должно нажать Accept All. Так, давайте проверим. Все прекрасно сработало. Так, теперь здесь Get Position Action удаляем. Здесь делаем хоть 60 повторений. Это в скрипт repeat, это будет здесь. Запускаем, сворачиваем и все. Ну да, мышка, правда, красным горит, но это единственное, что изменит запущенный вот скрипт. И можно так спокойно дальше делать все, что угодно. И продолжим возвращаться с этим скриптом. Здесь я бы, пожалуй, добавил чекер, например, вот здесь вот на YouTube. Так, проверяем. Красный цвет, все зеленое, отлично. И на этом я бы скрипт заканчивал. Чтобы его закончить, что надо сделать? Правильно, его либо свернуть, либо закрыть. Конкретно вот это окно антидетекта. Я его просто сверну, ведь предполагается, что я с ним буду работать впоследствии. Так, свернул. Но, чтобы скрипт зациклился, надо еще и сдвинуть нашу фразу в мнемониках, чтобы бралась уже следующая. Поэтому мы заходим обратно в Excel. Так. И биндим следующую кнопку. Press Keyboard Key. Добавляем. Отлично. Здесь я добавлю, точнее нажму на стрелочку вниз, чтобы Keyboard Key был вниз. Да, как бы это странно не звучало. Так, оно будет заходить сюда, нажимать стрелочку вниз. Если в тот раз у нас бралась вот эта фраза, то в следующий раз, когда скрипт сюда зайдет, нужно будет копировать canPlate вверх, вот этот вот. И извиняюсь, дорогие друзья, пришлось ненадолго отойти. И давайте, пожалуй, продолжим. Так, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что скрипт переходит на ячейку вниз. И я бы хотел, чтобы он как-то это помечал, что он стоит на какой-то конкретной ячейке. Поэтому, пожалуй, давайте добавим простую заливку. Скрипт будет переходить вниз и делать заливку. Мы будем знать, где он остановился и что он уже прошел. Так. После этого нам надо сделать, чтобы он еще сворачивал Excel, чтобы цикл шел. И дальше нам надо добавить количество повторений, сколько мы хотим, чтобы скрипт отрабатывал. Так, у нас 4 будет. 1 уже был сделан, сколько я помню. 4. Да, 4. Так, проверим еще раз. 4 все надо открыть, естественно, раз уж они у нас сворачиваются. Проверим Excel. Все ли хорошо, все хорошо. И давайте запускать. Прогнать он все должен достаточно быстро. Здесь для него ничего сложного нету. Поэтому просто наблюдаем. К слову, пока скрипт все это прогоняет, напомню еще раз, что весь этот туториал был сделан специально для телеграм-канала Клэтманс Клад. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро у нас будет еще больше классного контента, а именно
в ближайшие дни я выпущу полный обзор на OTC Sniper бота. Это прекрасный агрегатор OTC, который поможет вам и во время бычки, и в нынешнее время, который очень сильно упрощает вашу жизнь. И, грубо говоря, раз уж он экономит ваше время, он дает вам зарабатывать больше денег. Вот так вот, да. Давайте проверим, что же сделал наш скрипт, пока я балаболил. Везде позаходил, везде все проверил. Это, насколько я помню, был последний. Давайте посмотрим. Нет. 5. Здесь он отметился, что он пошел вниз. Это должен быть вот этот. Правильно. Все верно. Вот этот был первый. Проверяем. Точно совпадение. Адрес и адрес. Все замечательно, все прекрасно. Как видите, дорогие друзья, инструмент достаточно простой к освоению и использованию. Немножко надо постараться написать этот скрипт, но поверьте, пару раз пропрактиковавшись, у вас все будет идеально получаться. Вот. И еще раз вас призываю, пожалуйста, заресерчите кликеры сами. Я не призываю вас использовать конкретно этот, за рекламу мне никто не платил, поэтому спокойно могу сказать, что этот кликер говна кусок, периодически лагает, периодически может просто почему-то не нажимать кнопки. Хотя это, вероятно, проблема сайтов некоторых, но вот, ресерчите сами, выбирайте сами. Так, уже хотел на этом моменте заканчивать, но решил добавить еще кое-что очень важное. Если вы планируете работать с кликерами, также с антидетектами, с просто браузером каким-то, либо же с какими-то однотипными программами, то держите, пожалуйста, всегда в курсе. Еще раз повторю, то что это просто кликеры. У них нету какого-то своего интеллекта, они не могут что-то продумывать за вас. Они всегда будут кликать туда, куда вы указали. Поэтому если где-то в антидетекте, например, отличается язык, то очень много вероятно, что где-то съедет какая-то буква и цвет меняется, выбранный вами, либо же кликнет куда-то не туда. Поэтому старайтесь продумывать все эти нюансы заранее. Этот инструмент очень полезен на массовые, однотипные, грубо говоря, заводные действия. Когда вы просто сидите, кликаете кнопку, пиваете чаек и наблюдаете за этим. В любых других случаях это превращается в ад, нервотрепку, где это проще делать просто руками. Поэтому, если вы работаете с антидетектом, например, как я с ADS браузером, то лучше либо покупаете прокси с одного региона, либо просто в настройках выставляете, чтобы язык самого браузера был один, например, только английский. И это очень сильно упростит вам жизнь, сэкономит кучу нервов. На своем языке, на своем опыте знаю, когда твиттеры разного языка, это очень прекрасно, очень нравится мне такое, да. И еще раз хочу с вами всеми попрощаться. Спасибо, если кто-то досмотрел это длинное видео до этого момента. Всем абузерам, всем новоприбывшим и, надеюсь, в будущем подписчикам спасибо и всего доброго.